Hey, me gusta esta. Pretty baby, pretty baby. Привет, дорогие ребята! Вновь рады приветствовать в нашем канале, вновь рады приветствовать в нашей кухне. Ребятки, сегодня у нас будет с вами кулинарное видео, как всегда, когда мы начинаем с кухни. Но перед тем, как будет кулинарное видео, покажу распаковочку. Все же, что же мы купили в Сельпо. Вы с нами были всю покупку, но может что-то не досмотрели, что-то не увидели, поэтому сделаю распаковочку. И сразу хочу предупредить. Почему? Может кто-то подумал, что когда я обращал внимание в магазине на слово скидки, скажет: боже, как же все у Гарика поплавило, денег нет, все покупать по скидкам. Да нет, это наоборот для того, что может кто-то с Киева, кто-то рядом находится возле магазина Сельпо и увидит хорошие такие же цены и сможет прийти и купить. Я надеюсь, умные люди поймут. Ну а в принципе дуракам закон не писан, будут придумывать свой закон. Переходим к распаковочке. Так, ребята, купили вот такой айсберг. Цену айсберга, если честно, не знаю, насколько получился. Около 100 гривен. Около 100 гривен. Вот такая маленькая получилась головка капусты. Маленькая головка айсберга, маленький качан айсберга на 100 гривен. Вот такой обязательно, он нам очень нравится. Взял также, извиняюсь, небольшой кусочек хлеба на 48 гривен. Называется хлеб подовый с сыром и цибулей. Взял, потому что взялись лосось. Поэтому Кэрри без хлеба не может. Я лосось могу есть и без хлеба. Кэрри категорически не будет есть. Поэтому взял кусочек. Едим, не съедим, но хлеб взяли. Обязательно вода моршинская, средний газ. Средний газ не пьем, это берем редко, иногда надо. Взяли белок, так как будем делать обязательно безе с лепестками, с хлопьями миндаля. Кэрри очень Я противилась, потому что я как-то таким не белкам. доверяю. Ну, я считаю, что это вполне нормально. Это чистые белки, у них хороший срок хранения. Ну, можно из свежих яиц. Ну, я почему-то решил в этот раз попробовать. Белки стоят 100 гривен. Вот такая маленькая упаковочка. Здесь у нас пол-литра. 99 гривен стоит. Так, творог взяли 9%, вес 300 грамм. Простоквашино. Теперь он называется просто наш. Извиняюсь. Серьезно, я не обращала внимания. Да, просто, ну, ладно. Пропускаем все эти моменты. Просто наше. И, значит, 9% тоже по скидке стоил, по-моему, 70 гривен. Что-то Я в этом точно районе. не помню. Так, взяли яйца, квочка, 10 штук, до 3.03.25. Хорошие яйца, коричневые, среднего размера. Не знаю, что Не мелковатые. СО или что-то. С1. С0 это самые лучшие. Так, взяли вот такой кабачок. Также хочу сделать обязательно котлетки для нас. Кэрри, может, сниму и для вас. А не сниму, так не сниму. Просто для нас взяли. Вот один молодой кабачок стоит 39 гривен. Такой небольшой. Сейчас вам покажу. Я думаю, вы видели все. В предыдущем, в принципе, я не знаю, зачем я делаю эту распаковку. В предыдущем видео было все, в принципе, видно. Но многие, когда я показываю в магазине, говорят: мы не заметили, что вы купили. Лишь поэтому я делаю эту распаковочку. Вот такой кабачок. Один кабачок. Также взяли мед акация. По скидке сейчас стоит 99 гривен. До этого стоил намного дороже. Не помню насколько. Мед акации. Вот такая маленькая баночка. Потому что творог, когда я делаю Кэрри, обязательно всегда, скажите, добавляю мед, чтобы не добавлять сахар или сахарную пудру. 4 пачки сигарет для Гарика. Самый, кстати, большой расход, потому что одна пачка стоит около 120 гривен, по-моему. Ну, это лучше. Так, здесь это все неслось в руках, аккуратно. Ну, да, Кэрри, как хрустальная ваза. Да, здесь вот у нас клубника. Цену я не вижу. Не вижу цену на клубнику. Ну, вот эта клубника, наверное, на гривен. Я угадал. Хотел сказать 207 гривен. Вот тут чуть-чуть клубники. Тут ее, сейчас вам скажу. 300. 376 грамм. Практически Почти 400 грамм клубники на 207 гривен. Ну, клубника хорошая.
Так, также я взял, я очень люблю квашеные помидоры, консервированные помидоры. Мне Но больше люблю- квашеным. Нет, я вообще люблю каша. сладкие, вкусные помидоры. Иногда мне нравятся и квашеные. Вот такие слабосоленые помидоры. Значит, общий вес 432 грамма. На самом деле здесь с жидкостью. А вообще 6 помидоров стоит 66 гривен. Вот такие 6 помидоров. Так, переходим к следующему пакету. Так, это у нас бумажные полотенца. Расходники. Не знаю, какая цена у них. 40. 40, это по скидке тоже Кэрри купила. Так, кешью жареная стоил 180, сейчас 90 в Сельпо. Хорошая кешью, такой, смотрите. Так. Вот эти помидоры тоже, они по 90 гривен, но они очень вкусные. На данный момент, да, есть дешевле помидоры, 90 гривен вот эта упаковочка. А здесь всего лишь 250 грамм. Казалось бы, дорого. Есть помидоры килограмм 130, а тут 250 грамм 90. Но купить зеленый пластмассовый помидор и радоваться, что я его купил за 130, это смешно. Лучше взять, да, вот тут 200 гривен получилось полкило. Значит, у нас 400 гривен килограмм. Это очень вкусные помидоры. Вот такой коробочки нам хватает на 2 порции салата, на двоих. Поэтому взяли вот такие помидорчики. Горчицу взяли. Козацкая, гостра. Горчица. Это Гошенькин, не помню, 115 или 150. Это со скидкой, а вообще 130. Значит, 115. Роял Канин. Гастро. Гастро. Как раз ему такое надо. Раньше он кушал только корм. Но сейчас из-за того, что зубики уже у него практически их нету, поэтому даем вот такой мягкий корм. Но обязательно, чисто он его есть не будет, надо что-то бросить обязательно. Так, взяли вот такой лосось, не помню сколько он, 100 с чем-то гривен. Вот такой лосось Норвен. Сколько здесь Ну, грамм? смотрите, красивый кусочек. Здесь нетто 130 грамм. Ну, взяли на утро вот с этим хлебушком. Хлебушек Очень поджарить обалденно. можно, да? Будет очень вкусно. Так, взяли стружку миндальную, или будем говорить правильно, хлопья миндальные. Не знаю, цена, или не помнишь? Нет. Наверное, в районе 100 с чем-то. 100 плюс. Вот так. 100 плюс, да. Вот такую. Это нам для печенья. Меренговых. Меренговых печенья с миндальными хлопьями. Хлопьями. Что мы дальше взяли? Взяли сахарную пудру. Цену сахарной пудры даже не скажу. Ты знаешь, что мы забыли взять? Что? Соль. Мы будем пользоваться каменной. У меня есть всегда про запас каменной. Ну, хорошо. Взяли вот такой крем-сыр. Он может быть как соленым, так и сладким, потому что на данный момент у него вкус нейтральный. Просто крем-сыр с добавлением сахарной пудры он становится сладкий для десертов. Если добавим соль, он нам подойдет для каких-то более мясных или каких вы захочете блюд. Почему взял именно вот такой? Кстати, увидел в какой-то рекламе в ТикТоке, что здесь очень хороший состав, что он действительно натуральный. Правда, неправда, не знаю. Я никому и ничему уже не верю. Так, купили вот такие огурцы. Покупаем не гладкие сейчас, а покупаем именно с пупырышками такие. Они настолько сочные. Я раньше всегда покупал гладкие. Я не знаю, это в этом году просто такие они получились. Это я один раз случайно взяла, Да. потому что гладких не Вот было. такие. Они, правда, быстро портятся. Их надо съесть за 2 дня. Но действительно огурец уже пахнет, вот я не знаю производство, откуда страна, где выросли эти огурцы. Значит, ребята, 110 гривен килограмм. Вот это у нас здесь получилось 4 огурца на 63 гривны 68 копеек. Грубо говоря, 64 гривны. Ну, я считаю, нормально. Взяли сметану 20%, всегда берем президент 30%, но в этот раз решили 20%. Во-первых, Кэрри сказала, говорит, Нет. ты покупаешь вот эти 30%, она сильно жирная, не знаю. Ну, плюс была скидка, поэтому взяли, господи. Так, еще одна сахарная пудра. Так, куриное филе стегна. Взяли мы, значит, 202 гривны стоит килограмм. Мы взяли с Кэрри
666 грамм. Это, конечно, 3,6. Серьезно? Ужас. Так не люблю эту цифру. Но что есть, то есть. Видите, в этом даже случае говорю вам правду. Взяли мы на 136 гривен. Это будут вот эти вкусные мои оладьи, куриные оладьи в духовке. Взял шеи. Обязательно хочу их отварить и потом обжарить в духовке и погрызть. Ну, люблю я грызть, люблю, знаете, вот такие жилы, хрустики. Обожаю. Ну, знаете, каждый человек по-разному. Вот это получилось на 16 гривен. Здесь 542 грамма, 16 гривен. Господи, я себе покупаю, знаете, как... Не хочу даже как-то это озвучивать. И взяли 4 гомилки. 4 голени, значит, получились они у нас. Вот помните, когда делали фаршированные голени, а сделал крылья тогда, да, попались. Ну вот голени могу зафаршировать 4 штучки. Так, здесь вес 642 грамма, цена 46 гривен 8 копеек. Все, ребята, вот такая у нас получилась покупочка. Если я много наговорил, то выйдет отдельным видео как распаковка. Если нет, тогда это увидите в следующем, следующем видео рядом. Это будет рецепт. Все, давайте до следующего кадра. Ребятки, и вот мы стоим уже у рабочей поверхности. Значит, буду делиться с вами рецептом, каким-то кулинарным рецептом. Как я всегда говорю, мы не кулинарный канал, а делимся именно тем, что всем, чем сами питаемся. Делимся какими-то простыми, легкими рецептами, которые сами употребляем, которые, не знаю, вот тут иногда придумываются. Некоторые говорят, вы где-то подсматриваете, подглядываете. Да какая разница, кто подсматривает, кто подглядывает. Ничего мы не подсматриваем, ничего мы не подглядываем. А то, что приходит в голову, то готовим и делимся с вами. Ребятки, как я уже анонсировал, как-то на днях я приготовил очень вкусные, как мне показалось, котлеты, поэтому рубленые. И устали мы просто, наверное, от перебитого мяса на блендере, поэтому приготовил рубленые котлеты, они мне очень понравились, поэтому я их буду готовить опять и заодно поделюсь с вами. Так, ребятки, что нам надо для приготовления наших рубленых котлет? Это филе бедра, это 2 ложки горчицы, это 2 чайные ложки горчицы и где-то 2,5 столовые ложки сметаны. Теперь нам понадобится небольшой кусочек брынзы. Вы можете, если нету брынзы, заменить любым твердым сыром. Но твердый сыр, он все-таки более калорийный. Я предпочитаю брынзу. Так, брынза, 1 куриное яйцо, соль, перец, масло оливковое. Это все по вкусу. Ребятки, сейчас быстренько начну готовить. Перед этим, что хочу сказать, вот как раз, когда сегодня готовлю, завтра у нас будет День Святого Валентина. Поэтому вот это блюдо как раз у нас будет к Дню Святого Валентина. Мы вкусно позавтракаем, потому что оно очень хорошее, вкусное. Ну, не знаю, мне понравилось, а вы напишите в комментариях, если вы вдруг повторите за мной это блюдо. Так, беру филе бедра, оно у меня уже предварительно помытое, подготовил я его. Значит, что я делаю? Нарезаю филе бедра небольшим кубиком. Можно не сильно мельчить, ну и не сильно крупные, чтобы это было. Так, вот смотрите, ну примерно вот такие полосочки. И эти полосочки нарезаю на небольшой кубик. Вот так. Ребят, хорошо, если... Знаете, как хорошо нарезать филе? Если оно у вас уже чуть-чуть подмерзшее, оно вообще так быстро нарезается, так классно кубиком нарезать. Ну, у меня оно не подмерзшее, к сожалению, поэтому чуть больше потрачу на это времени. А когда мне очень нравится, когда подмерзшее филе, чтобы его нарезать, тогда получается такой мелкий, хороший кубик. Так, ребята, видите? Это специально, вот видите, у меня провокация. Цепочка наружу. Я знаю, что многие так не нравится, когда я одеваю цепочку наружу. А мне, если честно, так нравится. Так нравится. Я специально одеваю, потому что так хочу, потому что считаю, что так правильно. А многие сходят с ума, особенно один Скуф. Скуф, тебе привет. Он вообще просто исходит на нет. Боже, вот меня поинтересовало, кто как одет. Ну, мне нравится, поэтому я одеваю ее. Она, знаете, такая, не совсем она у меня
Хотя и тоненькую можно, разную можно. Вообще, мне кажется, кто как одевается, кто как выглядит, это настолько индивидуально. Каждый человек в чем-то видит что-то красивое, а кто-то видит в этом некрасивое. Поэтому одеваться можно по-разному. Так, ребят, вот это все филе. Здесь у меня, вы видели, мы с вами вместе это покупали в магазине. Здесь у меня получается... Боже, сколько тут было? 600, по-моему, 30 грамм филе. Сейчас я быстренько все порежу кубиками. Здесь получится немного у меня этих котлет. Хотя назвать это котлеты, я не знаю. Вы, кстати, сами назовите это, когда увидите это видео. Дайте название тому, чего я приготовил. Потому что по форме это больше напоминает куриные какие-то оладушки, куриные блинчики. Но так как я это делаю в духовке, запекаю, то блинчики, понятно, у нас не запекаются. Если бы я это жарил на сковородке, это можно и на сковородке, в принципе, пожарить. Но вы знаете, я люблю больше, предпочитаю духовку. Так к чему говорю, что если бы это пожарить на сковородке, я бы это назвал все-таки куриные блинчики, куриные оладьи. А так как я запекаю в духовке, как-то уже на оладьи не катит. А на котлеты почему это не катит? Потому что котлета это все-таки сформированный шарик у нас, или плоская, но она сформированная, она имеет форму, она держит форму. Эти же мои рубленые блинчики, или оладьи, или котлеты, они не держат форму. Но зато они очень сочные, очень вкусные. Не знаю, лично нам с Кэрри они очень зашли. Поэтому, ребятки, вот опять к вам просьба. Обязательно прокомментируйте и скажите, что я готовлю. Блинчики, оладушки или это все-таки, я не знаю, может, биточки какие-то. Не знаю, придумайте сами название. Я буду быстро нарезать, чтобы у вас не было длинное видео, как я всегда говорю. И встретимся, когда я уже нарежу куриное филе. Бедро. Ну что, дорогие ребята, смотрите, перерезал я небольшим, но и не мелким кубиком наши куриные бедрышки, вернее филе бедра. Что дальше делаю? Вот у нас, смотрите, горчица. У меня острая, поэтому здесь опять-таки я взял вот такие 2 ложечки. Это все дело вкуса. Если для вас это сильно острая горчица, возьмите меньше добавьте. Если вы любите такое прям пикантное, насыщенное, остренькое, добавьте наоборот еще больше. Я бы добавил больше. Просто у меня еще это будет кушать моя Кэрри. Кэрри любит горчичку, но не так, знаете, прям чтобы, как говорится, сойти с ума. Так, смотрите, добавил я, значит, 2 столовые ложки сметаны, 2 чайные ложки горчицы. После чего натираю вот такой кусочек брынзы. Здесь у меня где-то грамм 125. Потому что коробочка была 250, тут пол пачки, значит 125 грамм брынзы. Будет достаточно. Тут тоже хотите меньше, хотите больше. И сыр может быть любой, на ваше усмотрение. Если будете точно так же добавлять, как я, брынзу, не забывайте, насколько у вас просолена брынза. Брынза бывает малосольная, брынза бывает сильно соленая. Поэтому вот с этим надо быть аккуратно. Так, 125 грамм брынзы натерли на мелкой терке. Шикарно. Так, ребята, споласкиваю руки, 2 секунды. Так, руки сполоснул, ребят. Посуду лишнюю убрал, чтобы вам было видно. Так, значит, здесь у нас горчица, сметана, брынза. Теперь по вкусу добавляем соль. Я добавлю, наверное, так как брынза у меня не сильно соленая, где-то, я думаю, пол чайной ложки соли. Достаточно. Добавляем перчик. Вот свежемолотый можете. Какой вы хотите. Можете душистый, вот как тут я добавляю. Вообще специи это дело вкуса. Вы можете добавить сюда орегано, вы можете добавить любую. Можете сухую петрушку. Можете свежую зелень добавить, тоже не будет плохо. Добавляю оливковое масло с розмарином. От Мариночки. Так, у меня заедает вот эту крышечку. Ничего страшного. Вы знаете, у меня здесь остатки этого
оливкового масла. Оно такое насыщенное, вот оно сейчас пахнет так розмарином. Почему я держу крышечку? Потому что единственное, здесь есть перец горошек, чтобы не попал нам ни в коем случае на зуб такой перец. Так, добавили. Теперь разбиваем сюда одно сырое яйцо. Здесь небольшие, это яйца, по-моему, СО1 или что-то такое, короче. Не самые большие, но и не самые маленькие. Так, ребята, берем обычную вилочку или чем вы взбиваете. Ну, венчиком, мне кажется, неудобно. Все-таки берем лучше вилочку. И вот эту всю нашу массу превращаем в однородную массу. Делаем одной консистенции. Вот так. Хорошенько перемешиваем сначала вилкой. Потом я буду мешать, как всегда, руками. Но этого вам не покажу, потому что это зрелище не для слабонервных. А мои руки, они мужские, настоящие. Поэтому некоторые просто прям не могут. Им становится плохо. Не осуждаю и не ругаюсь. Господи, у каждого, знаете, по поводу вот этого... Да, есть, наверное, какой-то порог брезгливости, и некоторые люди, может, действительно это неприятно. Поэтому ни в коем случае не осуждаю тех, кому это неприятно. Просто эти моменты решил вам не показывать. Хотя я знаю точно, что все повара в ресторанах, как правило, все работают без перчаток. Потому что, ну, меня смогут понять повара. Продукт все-таки ты должен ощущать. Поэтому, поверьте, за долгие годы, которые я готовлю дома, разные приезжали к нам в гости, разные люди, никогда не попадались ни волосы, ни ничего. Такого у меня не было. И надеюсь, и не будет таких, как говорится, казусов у меня не произойдет. Смотрите, как хорошо я сбил уже вилкой. Да, в принципе, можно было бы уже и накладывать, но я все равно буду сейчас еще отпускать туда руку, но вы этого не увидите. Сейчас я рукой как раз буду перемешивать. Перемешать хорошо, чтобы отставало от боков, от нашей емкости вот этот наш фарш. Котлеты получаются очень сочные. Да, они не сформируются, они не будут как настоящая котлетка. Но вот, брат, я вам это покажу, вы это все увидите. Вот этот соус, это все, ну, такое насыщенное, такое вкусное. Может, просто для меня оно такое вкусное, потому что мы переели вот таких прям перебитых котлет со свеклой. Да разные, господи, у нас форматы этих котлет. Мы крутимся вокруг да около. Худею очень слабо, скажу честно. Ну, вы мне многие посоветовали, за что вам спасибо. Некоторые ваши советы я уже принял. И, ну, может, не так все быстро, потому что сейчас, знаете, короче, не хочу это, потому что, понимаете, опять какая-то моя недосказанность приведет к тому, что я скажут, что я опять кого-то обманул, хочу что-то наврать или еще что-то. Поэтому лучше, я уже понял, лучше промолчать, ничего никому не сказать, потому что пытаешься сделать как лучше, получается как всегда. Никто ничего не оценит, никто ничего не поймет. Все, ребятки, я вымесил, недолго вымешивал, и уже котлеты, вернее фарш котлетный готов. Сейчас споласкаю руку, как всегда, 2 секунды, для вас это 2 секунды. Так, ну все, ребятки, готов фарш, вот, посмотрите, вот такой. Он не просто не течет у нас, вы видите, это не супер жидкая консистенция, но и не такая, что прям сформировать котлетку. Ребятки, у нас уже, как всегда, мы готовим ночью. У нас уже наступил день Святого Валентина, поэтому хочу выпить по глотку. Так, ребятки, как я уже сказал, у нас уже ночь, наступил новый день. Это значит, что у нас уже наступил день Святого Валентина. Мы воспринимаем скорее этот праздник как день любви. Я вам уже рассказывал, как всеобъемлющей любви. Любви к своей второй половинке, любви к ближнему, любви, я не знаю, к миру, к жизни, ко всему тому, чему может подарить тепло и какую-то, не знаю, доброту. Вот просто день любви. Поэтому я хочу налить себе и Кэрри по небольшому такому коктейлю, который у нас будет приурочен к Дню Святого Валентина. Мы, конечно, будем отмечать завтра, хотя уже сегодня наступило. Но сейчас пока уже наступил новый день. Мы выпьем по такому небольшому коктейльчику. Вот так.
Здесь у нас мартини и апероль. Так, досточку переворачиваю, потому что меня ругают. Одной досточкой все режешь. Ни одной, не переживайте. Так. Здесь у нас будет вот такая долька клубнички. Клубничка, вы знаете, всегда на 14 число у меня лично ассоциируется действительно как какая-то, скажите мне, а я вам, с сердцем, с любовью, с чем-то таким вот прям настоящим и теплым. И берем еще газированную воду, берем никакого ни швепса, ну короче без сахара берем воду, вот так добавляем, и это будет очень-очень вкусно. А главное, как-то красиво, мне кажется, все-таки с любовью. Что, ребята, я вот такой бокал даю своей любимой Кэрри. Ой, Да. как красиво. И свой точно так же поднимаю. И еще раз хочу сказать, знаете, даже тот, кто не отмечает по каким-то своим убеждениям, причинам этот праздник. Вы знаете, праздник, который несет с собой добро и любовь, он не может быть априори плохим. Поэтому поздравляю буквально всех с Днем Любви. Любите друг друга, будьте любимы. Пускай в мире будет любовь, потому что мне кажется, что именно вот это чувство может подарить и мир, и все остальное. Больше любви, больше будет красоты и больше чего-то доброго. Всех Днем Давайте. Святого Валентина. За любовь без За границ. любовь. Опа, вкусняшка. Ой, Только какой вкусный коктейль на единственное, скорую что руку. мне не нравится вот эта мартинка, потому что неудобно с нее пить. А ты вот так вот аккуратненько. Можно с маленькой трубочку, Да. как говорится, Ты знаешь, пластинку. такой легкий. Да, и будет очень вкусно. Вот такой коктейльчик. Первый Дню Святого Валентина. Давай, куколка, я тебя люблю. И я тебе. С праздником. Праздник. Вот так. Все, ребятки, мы продолжаем готовить наш рецепт. Что мы делаем дальше? Нам понадобится пергамент, нам понадобится жаровня или дека, на которой мы будем выкладывать наши котлеты. Вот смотрите, буду называть котлеты, ребят. Потом, если что, поправите, Разберемся. назовете их как-то по-другому. Значит, один лист пергамента, как всегда, что правильно, мочим. Берем мокрый пергамент, раскладываем. Вот так. От того, что он влажный, ничего совершенно страшного нашим котлетам, да и вообще и тесту даже, оно не вредит, не переживайте. Вот так все. Нет, не так. Вот так. Переставим другой стороной, чтобы по краям пошло больше. Вот так, замечательно. Замечательно. Можете, тут я, конечно, соглашусь, чуть-чуть сейчас. Чуть-чуть больше воды, чем надо. Нам тоже столько воды не надо. Так, чуть-чуть лишнюю вот так, смотрите. Убрал бумажным полотенцем. Вот так прошелся. Нормально. Теперь все равно опять-таки смачиваю руки. И делаю наши, я не знаю, что это, котлетки. Назовите их как хотите. Ну, скорее всего, такие, знаете, это блинчики. Такие вот. Вот такие. Можете делать поменьше. Это у меня будут такие прям большие. Можно сделать поменьше. Хотя мне нравится вот такой формы, чтобы это не было, не мельчить. Вот так. Мелкие, смотрите. наверное, будут суховатые. Да, мне тоже так кажется. Кэрри права. Видите, одна голова хорошо, две лучше. Да, все-таки здесь будет больше соуса. И когда они, после того, как приготовятся, я это вам все, конечно, покажу, но предварительно расскажу. Чуть-чуть вот этого соуса обязательно окажется у вас на пергаменте. И когда вы достанете свои блинчики, котлеты, когда вы их достанете, они остынут, вы их перенесете в какую-то другую емкость или тарелочку. Вот этот соус, который будет на пергаменте, ни в коем случае его не выбрасывайте. Возьмите силиконовую лопатку, возьмите, я не знаю,
Просто ложечкой его вот так сошкребите. Он не будет сильно жидкий, он такой будет тоже подгустевший. Вы его обязательно соберите и полейте вот эти ваши котлеты. Это будет очень-очень вкусно. Серьезно, ребят. Если бы это блюдо нам не понравилось и не показалось очень вкусным, я бы даже вам его сегодня не показывал. Но так как нам лично понравилось, знаете, ну, может быть, если бы мне одному понравилось, а Кэрри сказала, ты знаешь, а мне что-то не очень. А раз и Кэрри сказала, что ей понравились, ну, я решил, что все-таки тогда это блюдо достойно, чтобы и показать вам его. Все, ребят, можно сделать, чтобы было их больше, но вот видите, вот такой формы, чуть-чуть меньше. Я сделал прям огромнейший, у нас получилось 6, 7, 8 вот таких замечательных котлеток. Все. Все, 8 котлеток. И здесь для Гошечки у меня чистое мясо. Я ему такую, Дню Валентина, тоже маленькую такую сделал котлетку, но без соуса. Вот просто мяско, пускай это ему. Все, ребята, мою руки и отправляю в духовочку. Итак, ребята, духовка 160 градусов. Я ее уже включил, разогрел. В этот раз предварительно все сделал правильно. Ставим по готовности, вы увидите, но это произойдет очень быстро. 160 градусов, минут 15-20, хотя нет, 15 минут 100% они будут готовы. Все, значит, как говорится, отправляем в духовочку. У меня включена пароконвекция. Я думаю, очень быстро приготовятся и будут вкусные. А мы тем временем, пока с Кэрри допьем наш вкусный коктейльчик, Гарик покурит, у вас пролетит секунда, и мы будем доставать наши вкусные котлеты. I can get a little angry, be a little dangerous. No matter what, I do it all again for us. I can be the one who breaks you, be the one who builds you up. You'd be surprised how many lines I cross, how many lines I cross for love. Засиделся, мои котлеты уже горят, они пробыли больше, чем 15 минут, но ничего страшного, они не сгорели. Итак, сейчас 2 секунды, я вам все расскажу, покажу. Смотрите, назвать их котлетами, конечно, наверное, сложно, так как все-таки они больше похожи на какие-то оладушки, да? И вот этот соус, смотрите, 2 секунды сейчас. После того, как они у нас остынут, и мы их перенесем, куда мы там будем их переносить, или в судочек, какую-то емкость, где вы будете держать. Вот этот соус обязательно, ну, конечно, лучше с силиконовой лопаткой, вот так соберите и прям вот на эти котлетки. Этот соус ни в коем случае не выбрасывать, это вкуснятина. Это есть сметана, есть тут, скажите, наша горчица, вот это все, это вкуснятина. Это очень-очень вкусные, ребята, котлеты. Дело в том, что сейчас ночь, пробовать я уже не буду, но я их пробовал точно. Я их готовил, они безумно вкусные. Я надеюсь, вам понравилось мое блюдо, вернее, если вы вдруг его повторите, то обязательно жду комментарий. Как всегда, рады были для вас снимать. С вами были Гарик и Кэрри. До новых видео, дорогие, которые обязательно будут. Мы завтра будем отмечать День Святого Валентина, мы будем завтра отмечать День любви, всеобъемлющей любви. Ну и также у нас будут еще кулинарные видео, мы с вами обязательно приготовим меренгово-миндальное печенье. Короче, ребята, видео будет, так что всем мира, добра, счастья, до новых видео, пока, дорогие. I love you more. I'm pulling petals of a flower, guessing who has lost their power. You say me and I say you. I'd like to tell you the truth. Baby, it's what I do. Baby, it's so, so cruel. But you won't ever be